ковре-самолёте, самой быстрой ракетой души. Здравствуйте! Добрый день! Ну вот мы и встречаемся снова в эти светлые праздничные дни. Встречаемся все еще в формате онлайн, но радость встречи и глубина общения от этого не уменьшаются. В предыдущих программах мы уже совершали 2 путешествия на волшебном ковре-самолёте. Мы учились тому, как сохранять чувство новизны не только перед наступлением Нового года, но постоянно, сделав новизну, свежесть, чистоту стилем своей жизни. А сегодня нас ждет путешествие в страну удовлетворенности. На Новый год мы часто желаем друг другу богатства или хотя бы достатка, материального благополучия. Богатства бывают разные – земля, дом, счет в банке. Но самым большим богатством все-таки является удовлетворенность. Ведь если, имея все, я не удовлетворен, меня нельзя назвать богатым. Удовлетворенность часто воспринимают как вялость, пассивность, мол, не хотим развиваться, не хотим ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению. Мы довольны тем, что есть, но духовная мудрость знакомит нас с совсем другим понятием удовлетворенности. Настоящая удовлетворенность, она активная, динамичная. Она позволяет нам верить в свои силы и не падать духом даже во время самых нелегких испытаний. Итак, давайте сядем снова на наш чудесный ковер-самолёт и отправимся в сегодняшнее путешествие вместе с Диди Сантош, чье имя в переводе как раз и означает удовлетворенность. Мы очень рады, что вместе с нами встречает Новый год и заслуженный артист России, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин. Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту песенку про 5 минут. На часах у нас 12 без 5. Новый год уже, наверное, в пути. Пусть он мчится каждым годом, кто расскажет с Новым годом. На часах 12 без 5. И все песни. Happy New Year, Happy New Year. Maybe all have what we share now and then. All the world we every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. Maybe all ever we do something to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Hearty welcome, dear brothers and sisters. Сердечное добро пожаловать, дорогие братья и сестры. It was so nice to listen the feelings of the heart and music. Это было прекрасно послушать чувства сердца и музыку. And whenever such feelings overpower the atmosphere, we can't just stay, we get swayed away, no matter whatever is our mood. И когда такие чувства наполняют атмосферу, мы тоже не можем удержаться. Это тоже уносит нас с собой, независимо от того, каким у нас было настроение. And you all feel dancing, isn't it? И вам сейчас всем захотелось танцевать, да? Да. Брат призывал, вы уже танцевали на креслах. Вот кресло. So that's what is the power of happiness.
Это сила счастья. Happiness is contagious. Счастье заразительно. But there is always one but comes when it is asked, oh, you are happy? We say, yes, I am happy. But are you always happy? Но всегда возникает одно «но». Когда спрашивают, вы счастливы? Мы отвечаем, да, мы счастливы. А когда спрашивают, вы всегда счастливы? 24 hours in a day, 7 days in a week, and 365 days in a year. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Are you happy? Счастливы? Are you contented? Удовлетворены? Always. Всегда? What we say then? Что мы тогда говорим? We are happy, but are we happy always? Мы счастливые, но счастливы ли мы всегда? This is the question. В этом вопрос. And if this question is asked by the Supreme Soul, who is the bestower of the happiness and the father of all of us, А если этот вопрос задает Всевышняя Душа, даритель счастья, Отец всех нас, children, are you happy? дети, вы счастливые? And we say not. А мы говорим нет. What he will feel? Что он тогда почувствует? How could it be possible that children of God are unhappy? Как это может быть, чтобы дети Бога были несчастливы? So, but for a long time we have never seen on ourselves with that vision from that side, as if my father is looking at me and he has a question, why my child is not happy and contented. Но мы долгое время не смотрели на себя с этой точки зрения, с этого угла, что вот оттуда, находясь поодаль от меня, мой отец смотрит на меня, на своего ребенка, и у него вопрос, почему мой ребенок не всегда счастлив? Because as if there is the child of president or very high dignitaries, and you meet him outside, and he's waiting for tramway and he's standing in line, you will be surprised. Потому что если это ребенок президента или еще какого-то очень высоко поставленного лица, и вы выходите на улицу и видите, что он там стоит в очереди, в трамвае садится, вы удивитесь. Right? The son of the president in line for the tramway? Сын президента, и вот в очереди там стоит в трамвае. Something wrong. Тут что-то не так. А сын любого другого стоит на очередь, вполне нормально. But the son of the president, is standing and looking for something, it raises a question. Но тут сын президента стоит, он что-то такое ищет, ждет. Тут возникает вопрос. Because this is a very simple, ordinary facility which is automatically supposed to be had by the son of such dignitary. Ведь это такое очень простое, самое обычное средство комфорта, то, что, как предполагается, сын такого высокого лица будет иметь автоматически. It's called as the political privilege. Это такая политическая привилегия. It is called as the right of the son of the president. Это право сына президента. Right? So when I forget my right, I do not have anything right in my life. И вот когда я забываю про свое право, в моей жизни ничто не идет правильно. Instead of traveling, I am waiting in the queue. Я вместо того, чтобы путешествовать, стою в очереди. And in the whole world, throughout the world, we have been praising God as ocean of happiness. А мы везде в мире, повсюду восхваляли Бога как океан счастья, Ocean of love, как океан любви, ocean of mercy, как океан ocean милосердия, of power, knowledge, and everything He has. океан силы, океан знания. У него есть все. My Father. Это мой Отец. Or do we say, oh God, the Father of Americans, please give me something. Или мы говорим: о Боже, Отец американцев, пожалуйста, дай мне то-то и то-то. What we say? Как мы говорим? Oh Боже, мой Отец, родной Отец, right? Help me. But Мой here Отец, comes помоги the мне. question. Но тут возникает вопрос. If someone's father is ocean, he has everything in abundance, and I'm standing like a beggar in front of him and asking for a ruble. Если Отец это океан, если он имеет все в изобилии, у него есть все, он океан всего,
а я стою перед ним как нищий и прошу у него 1 рубль. Please help me to find 1 room flat. Пожалуйста, помоги мне найти однокомнатную квартиру. Please help me to get pass in this examination. Пожалуйста, помоги мне сдать этот экзамен. Please, I have been diagnosed as heart patient. Please let my heart work fine so that I can live long. Пожалуйста, мне тут поставили диагноз, у меня проблемы с сердцем. Пожалуйста, сделай так, чтобы мое сердце хорошо работало, чтобы я жил подольше. So we ask from the ocean such limited things. So what he thinks then, looking at his children? Мы просим у океана каких-то таких ограниченных вещей, и тогда что он думает, смотря на своих детей? He feels longed of love and mercy. Он испытывает огромную любовь и милосердие. That because of not knowing their right, they are begging for a drop from the ocean. Из-за того, что они не знают о своем праве, они просят у океана каплю. Because whatever I have is their inheritance. Ведь вообще все то, что у меня есть, это их наследство. And inheritance is claimed, not begged for. А наследство берут по праву, его не вопрашивают. So where is the problem? Где же проблема? He is there to give me everything, and I am in the need of everything. Where is the problem? Вот он здесь для того, чтобы дать мне все, а я выпрашиваю, я по-прежнему нуждаюсь во всем этом. В чем же проблема? Right? Either it can be one thing that I am not worthy for that. Одна вещь тут может быть, я недостоин этого. Or second thing is, he does not love me. Или вторая вещь, он меня не любит. Просто не любит. Which option seems much closer to truth? Какой вариант кажется ближе к истине? Если все, что у моего отца есть, который по праве и мне принадлежит, а у него есть, мне оно нужно, у меня нет, а и он, то почему у меня нет? Which option seems to be close to truth? Какой вариант кажется ближе к истине? I am not worthy or he does not love me. Это я недостойный или он меня не любит? Больше всего, что подходит. You know, some may have the doubt. I'm fine, but it's God does not love me. Потому что у некоторых могут быть и такие сомнения. То есть со мной это все в порядке. Это просто Бог меня не любит. What could be the reason for God not loving me? А какой может быть причина, чтобы Бог меня не любил? Yes, okay. If there is some child, there are many children of the Father, and some child does not behave well. Reason is there that he might not express much love to that child. Ну хорошо, если отец многодетный, и кто-то из его детей не очень хорошо себя ведет. Причиной может быть это, может быть поэтому он не выражает к этому ребенку столько любви. So for me, this feeling of that I should never be lacking anything came as the first fruit of the spirituality, spiritual wisdom. И для меня вот это чувство, что у меня не должно быть нехватки ни в чем. Оно пришло как первый такой плод результата духовной мудрости. And I got attracted from the expression which was called contentment. И меня очень привлекло понятие удовлетворенность. And according to destiny, my name was contentment. А так это сложилось в соответствии с судьбой, что и мое имя тоже означает удовлетворенность. In Hindi it is called Santosh. На хинди это Сантош. And it means contentment. И это означает удовлетворенность. Before spiritual wisdom, I thought that what a useless name. There could be much better name. До получения этой духовной мудрости я думала, какое-то никудышное имя могло бы быть гораздо получше. Удовлетворенность. Как можно быть удовлетворенным? А вообще, что значит удовлетворенность? Because in the ancient time and now also this name is given to a goddess. В древние времена и по настоящее время это имя дается богине. Goddess of contentment is called Santoshi Ma, mother of contentment. Богиня удовлетворенности. Ее называют Сантоши Ма, мать удовлетворенности. And in the present time,
modern times who like to be at some level close to the goddesses. They would like to be, similar to some very famous personalities of today's world. А в нынешнем мире кому хотелось бы быть похожим на богиню? Обычно хочется быть похожим на какую-то знаменитость в современном мире. Правильно. I used to think, why mother gave this name? Поэтому я думала, зачем богиня? Это не сейчас. зачем эта мать дала такое имя? But the moment I came closer to the spiritual truth of that, who am I and whose child am I understood if I had not this aim, I would have been absolutely different personality. Но когда я приблизилась к духовной мудрости, к пониманию того, кто я, чей я ребенок, то я поняла, что не будь у меня этого имени, и я бы была бы совершенно другой личностью. Because in the list of virtues which are accorded to a spiritual personality, the contentment is put as the highest or the jewel of all virtues, the crown jewel of all virtues. Дело в том, что в списке тех качеств, тех добродетелей, которые приписываются возвышенной духовной личности, удовлетворенность стоит на первом месте, или удовлетворенность называют жемчужиной, короной среди всех добродетелей. Because if you are not contented after you have attained any height in the spirituality, you are not a spiritual personality. Потому что если вы не удовлетворены, даже достигнув при этом любых высот в духовности, вы все-таки не духовная личность. Only contentment shows that you have attained the truth. Именно удовлетворенность показывает, что вы обрели истину. Now question comes that we are living in the families, we are doing our work, we are in the society. Is it possible to be happy, contented, prasanna, very prasanna, while being in this atmosphere? Но тогда встает вопрос, мы же все живем дома, в семье, мы работаем, мы выполняем разные обязанности. И возможно ли, находясь вот в этом мире, находясь в этой атмосфере, быть такими очень счастливыми, удовлетворенными? And truly contented. И причем по-настоящему удовлетворенными. One is that, okay, you have adopted it as something under compulsion because you know that there is no way out. Один вариант – это то, что вы приняли ее просто как какое-то вынужденное решение, потому что вы знаете, что другого выхода все равно нет. Да? Менять людей невозможно, государство так и делает, как делает всегда, и это невозможно. Зачем? One is that. Это одно. But that is not called as true contentment, which is born out of this kind of, feeling of compulsion. It's non-acceptance from inside. Тогда это не настоящая удовлетворенность, которая порождается такой безвыходностью, тогда внутренне ее все равно не принимаешь. Because it does not give birth to happiness. Потому что она не порождает счастье. There is another word in Hindi which is called prasanna. На хинди есть еще одно слово прасанна. I mentioned about that last time also. В прошлый раз я тоже про это упоминала. That santushtata brings prasannata, contentment definitely brings happiness. Сантуштта приносит прасанната, то есть удовлетворенность обязательно приносит с собой счастье. If it's not there in your feelings and in your actions, in your dealings, people are not getting this fragrance of happiness from you, it means there is something troubling you. Если этого нет в ваших чувствах, в вашем взаимодействии с другими, люди, общаясь с вами, не ощущают этого, не получают этого. Это означает, что по-прежнему у вас внутри что-то такое сидит и по-прежнему вас беспокоит. Happiness is a very special messenger or postmaster for contentment. Счастье – это такой особый вестник или такой особый почтальон удовлетворенности. That is, if it is there, it says contentment is there. Если счастье есть, то это говорит, что и удовлетворенность тоже есть. When sugar is sweet, the milk is sweet,
we don't understand milk is sweet or not just on visibility. Вы не можете понять, молоко сладкое или не сладкое просто по внешнему виду. Right? Я говорю, вот возьмите стаканину сладкое молоко. А вы сразу скажете, откуда я знаю это сладкое молоко? So for that you will have to drink that. Для этого вам нужно будет отпить. And then you say, yes, I know it is sweet. И тогда вы скажете, да, я знаю, оно сладкое. But for happiness we can't say the same. А про счастье мы не можем говорить так же. That I'm happy inside. No, happiness never remains inside. Не можем говорить, что это я счастлив, просто внутренне счастлив. Нет, счастье, оно никогда не остается только внутри. It definitely comes into the being. Оно обязательно переходит и в наш облик. Contentment is invisible, but happiness is visible. Удовлетворенность незримая, а счастье видно. And happiness is born out of contentment. А счастье порождается удовлетворенностью. True happiness. Настоящее счастье. So that's where I have to see myself, that what is the percentage of happiness in my life that would show what are the things which are making me not so contented. И вот это та вещь, которую мне нужно у себя проверить. Каков процент счастья в моей жизни? Потому что это укажет мне на наличие вот каких-то вещей, которыми я по-прежнему не удовлетворен. And once in a life, all of us definitely feel the need, or definitely need to wait, sit, pause, and think about, can I be completely contented in my life? И в жизни каждого из нас рано или поздно возникает такой момент, когда мы испытываем необходимость сделать паузу, просто посидеть и задуматься над тем, а могу ли я быть удовлетворенным в своей жизни. Or is there anyone else who should make me contented? Or I have to make myself contented? Или есть ли кто-нибудь другой, кто-то извне, кто сможет сделать меня удовлетворенным? Или мне нужно сделать удовлетворенным самого себя? It's simple to understand that discontentment definitely says there is something missing, there is something lacking, something I do not have. Просто понять, неудовлетворенность обязательно говорит, что чего-то недостает, чего-то не хватает. У меня чего-то все еще нет. Which is I'm looking for. Вот это и есть то, чего я ищу, к чему стремлюсь. So that is why I look like a searcher ongoing, lifelong search. И из этого я выгляжу как ищущий. Я в таком непрерывном, длиной во всю жизнь, поиске. Yes, previously people would search for different things in caves, Himalayas, jungles, in temples, churches. These days they search everything on Google. Раньше люди искали все где-то в горах, в Гималаях, или где-то в пещерах, или в океане, или где-то еще. Сейчас они все ищут в Гугле. And once again, вот это и есть проблема. Давайте поищем, что говорит Google. As God, Google is all the time with us, omnipresent. Господь Google, Он с нами все время, Он вездесущий. But could it make us contented and happy? Но сумел ли Он сделать нас удовлетворенными и счастливыми? Or made more discontented? Или Он нас сделал даже еще более неудовлетворенными? Right. So at any single moment, the experience of not having something is directly related with wants in my life. В любой момент времени ощущение неудовлетворенности, оно напрямую связано с какими-то «хочу» в моей жизни. Yes, I want this, which is what is called as desires. Я хочу того-то и того-то, это то, что называется желаниями. Right? So the question comes, should I not want anything? А тогда вопрос, а что мне тогда ничего не хотеть? No. I should want, but that what is needed. Нет, хотеть мне нужно, но хотеть того, что нужно. But only the need is what
will keep me contented if I keep on increasing my wants, the desires, I always remain unsatisfied because not all desires can be fulfilled all the time. Если я буду просто увеличивать этот список своих «хочу», своих желаний, то я никогда не смогу быть удовлетворенным, потому что не может быть такого, чтобы все эти желания всегда исполнялись. Always in philosophy, people had been, the scholars had been trying to create the stories to make the logical, rational mind of the human being understand that where you are right, where you are wrong. Философы, мудрецы, они создавали такие истории, которые помогали людям рационально понять, да, обосновать, где они правы, а где неправы. And when I first heard the story of King Midas, и когда я впервые услышала историю о царе Мидасе, right, I could really see that where desire take us. It was able to see it so deeply that yes, this is what is called not need, but greed. Я вот тогда смогла по-настоящему увидеть, до чего нас доводят желания, насколько это глубоко, когда это по-настоящему не необходимость, не потребность, а жадность. You are a king. Вы царь. You are prosperous. Вы богатые. But still you want more. А вам все равно хочется больше. And you want to get this only blessing, that bless me with that touch through which I can turn everything into gold. И вы хотите именно такого благословения единственного, чтобы благослови меня тем, чтобы все, к чему я прикасаюсь, превращалось в золото. Why that desire came? Почему пришло такое желание? To the king who is prosperous and who has everything, and still he wants something more. Пришло к царю, который богат, у которого есть все, и все равно он хочет больше. Again, because of a very common, universal human habit, negative habit of comparing ourselves with others, looking at each other. Опять же, из-за такой типичной, распространенной человеческой привычки сравнивать себя с другими, смотреть на других. Jealousy. Зависть. I have everything. У меня есть все. But suddenly I came to know that king by my side in neighborhood has much more than me. After that, I feel I have nothing. И вдруг я узнаю, что у царя в соседнем со мной государстве есть больше, чем у меня. И все, с того времени я уже чувствую, что у меня ничего нет. That's it. Till I have all that what that king has. У меня ничего нет до тех пор, пока у меня не будет всего, что есть у того царя. So will there any time in the history come when I will have more than all? А наступит ли такой момент в истории, когда у меня будет больше, чем у всех? Хотя такие списки делают, да? Что первый человек в мире самый первый список, but after a few days you are not первый. Но проходит несколько дней, и вы уже не первый. And had contentment been related with having more and more of everything, then of course that the scale of the happiness of the countries where people have lot of money would have been the highest. И если бы удовлетворенность была связана напрямую с этим, с обладанием все большим и большим количеством денег, вещей, то тогда те страны, которые самые богатые, они были бы и самыми счастливыми. Or the people who have more and more of everything would have been happy. Люди, у которых много всего, больше, чем у всех, они были бы самыми счастливыми. But is that what we see now? Но разве мы сейчас это видим? The sickness and the suicides which happen, or the conflicts with the families, or absolutely no family. The more richer they are busy in sustaining that riches. They have no time for the family. Ведь и болезни есть, и конфликты в семье, а иногда просто нет семьи, потому что чем ты богаче, тем меньше у тебя возможностей, времени на свою семью. Ты занят тем, чтобы как-то сохранить это свое богатство. So contentment certainly
it's not difficult now for the people to realize it's not born of having, but born of being. То есть и сейчас это людям все проще осознать. Удовлетворенность, она порождается не тем, что имеешь, но тем, кто ты есть. When you are happy with your own self, you are contented. Когда ты доволен самим собой, ты удовлетворен. Only when you are not happy with your own self, no matter you have everything what people would be dreaming to have, you will not be contented. Только если ты сам собой недоволен, даже если при этом у тебя есть все, о чем другие люди могли только мечтать, ты все равно не будешь удовлетворенным. So how I feel happy and when I feel happy? Как я испытываю удовлетворенность и когда я испытываю удовлетворенность? All of us from time to time can catch ourselves. When I think good, when I think positive, when I think pure, I'm happy. Мы все время от времени можем себя ловить на этом, когда я думаю позитивно, думаю о чем-то хорошем, о чем-то радостном, я чувствую удовлетворенность. Когда у меня мысли чистые, добрые, хорошие, положительные, я счастлив. No matter whatever is happening outside. Независимо от того, что происходит при этом вокруг меня. So, this gives me a very simple connection that happiness inside influences everything outside and not opposite. И это показывает мне очень простую взаимосвязь. Радость у меня внутри воздействует на то, что происходит снаружи, не наоборот. Agree? Согласны? Yes, how many of you have the same experience? У кого из вас такой же опыт? That when we are inside happy, when I am happy, no matter the weather is not so good, but still I create a song, a beautiful song. То есть вот когда внутри есть радость, когда я внутренне счастлив, даже если там погода на улице отвратительная, все равно я тогда радуюсь, и я пишу красивую песню. What song I write? Какую песню я тогда пишу? When I am very happy, the weather is not good, but I am happy. So which song I write? Погода плохая, а я все равно внутренне очень радуюсь. Я тогда какую песню пишу? У природы нет плохой погоды. Is that true? Правильно? How that song can come when the weather is really not good? Как может такая песня родиться, если погода действительно плохая? But my perception always comes from my inner stage of being at any time. Но мое восприятие всегда основывается на моем внутреннем состоянии в то время. So therefore, this happiness of mind, is that which ultimately makes me contented, no matter what amount of the material objects I have in my life. Так что вот это счастье ума, оно в конечном счете делает меня удовлетворенным. Это не зависит от количества материальных вещей и средств, которые есть в моей жизни. And we all wish to keep our mind, keep inside happy. We all wish to, and this is what for we always go to spirituality. А нам всегда хочется внутри сохранять эту радость, чтобы наш ум всегда был таким счастливым. Мы именно за этим и идем к духовности. But why we are not able to always remain in such positive, pure, noble thoughts? Why? А почему нам тогда не удается всегда оставаться в таких позитивных, чистых, возвышенных мыслях? Почему? So last time when we were meeting here, I don't know how many of you were there or not. Can I see how many of you were there last time? Когда мы с вами здесь в прошлый раз встречались, я не знаю точно, кто из вас здесь был в прошлый раз, а кого не было. Покажите, пожалуйста, кто был в прошлый раз на программе.
Нет, это нет, кто не был, давайте. Давайте, кто не был в прошлое воскресенье. Where were you? А вы где были? So, when I have an illusion about my identity, then I have no control over my thought process. Когда у меня иллюзорное представление о своем «я», о своей сущности, тогда у меня нет контроля над своим мыслительным процессом. I think of myself as mortal, physical, temporary being, the bodily being, this being. Я думаю о себе как о смертном, физическом, телесном, конечном, временном существе, вот в этом телесном существе. And because of this awareness about myself, I always feel that I should be able to have what I perceive with these physical senses. И из-за такого самосознания я всегда чувствую, что мне нужно обладать всем тем, что я воспринимаю через свои физические органы чувств. Because I am old and I will die soon, so I want all of this now. Поскольку я уже старенький, я скоро умру, поэтому мне все это нужно здесь и сейчас. Or I am young and I won't be young for a long time, I need to do this. Или я сейчас молодой, но я молодым долго не останусь, поэтому мне нужно сейчас сделать это и это. So because of this wrong or false identity, awareness about the self, I keep running for the things which are very temporary. И из-за такого неправильного, очень поверхностного представления о себе я продолжаю гоняться за вещами очень-очень временными, приходящими. And therefore, priority and value I give to the objects, the material objects. Я поэтому ценю, я делаю своим приоритетом какие-то материальные вещи. Quantity. Количество. I gradually go away from quality in my life. И постепенно я отхожу в своей жизни от качества. And number of the thoughts and the quality of my thoughts keep on degrading. И в результате качество моих мыслей деградирует, ухудшается. Quantity keep on increasing. Количество их растет, In different directions. они в самых разных направлениях расходятся. And this kind of distraction does not allow me to remain happy. И вот такая рассеянность не позволяет мне оставаться счастливым. Because whatever is happening on the earth, I need that, I want that. Потому что вот все, что на Земле есть, все, что на Земле происходит, я хочу все это, мне все это нужно. Because I will die soon. Потому что я скоро умру. Не успели это знать, не успели это есть, не успели быть в Израиле или еще куда хотят. Но где там черное белое море, где там купают и веси, еще не успели быть, how can be happy? Если я еще не успел там побывать, как я могу быть счастлив? So spiritual wisdom says, control your desires, you will be able to control everything else in your life. А духовная мудрость говорит, контролируйте, держите под контролем свои желания, и вы сможете держать под контролем и все остальное в своей жизни. Они тогда называются ангелами. So in this coming year, be angel by remaining aware of who am I and whose child am I, from where am I and what for I am. Так что в этом наступающем году всегда оставайтесь ангелами, помня о том, кто я, чей я, откуда я и ради чего я здесь. С Новым Годом! А теперь давайте предложим себе посидеть несколько минут в тишине. В тишине душа прикасайся к своему изначальному, естественному состоянию покоя. Я вспоминаю, да,
покой – это и есть моя изначальная природа. Я воплощение покоя. Ощутив внутренний покой, я чувствую, что теперь поводья непоседливого ума в моих руках. Освободившись от груза ненужных мыслей, я, душа, становлюсь легкой. Мой ум теперь как спокойное озеро прозрачной воды, которого ясно видны все вечные качества и мои силы. Я чувствую себя наполненным, удовлетворенным. И эта наполненность порождает счастье и волну благожелательности ко всем. Каждая душа на земле – это мой друг, это моя семья. У меня внутри струится поток любви к людям, душам, моим сестрам и братьям. В этом состоянии я смотрю на мир так, как смотрит на него мой Высший Отец. Океан покоя и океан любви. Больше всего душам мира нужны сейчас душевный покой и сила. И с помощью этой силы тишины я теперь посылаю лучи покоя и силы всему миру. Я чистая душа. Ом Шанти. По вашим откликам на предыдущие программы цикла «Новогоднее путешествие на ковре-самолёте» видно, что темы, которые мы обсуждаем вместе с Диди Сантош, оказались важными и актуальными. И поэтому мы продолжим разговор о том, как сделать новый 2021 год по-настоящему счастливым и наполненным. Наше следующее путешествие состоится 9 января. Мы будем очень рады новой встрече. Счастья вам! Давайте любить, давайте мечтать, строить свои корабли, ангелов звать, ангелов ждать. На перекрестках земли давайте любить, давайте мечтать, строить свои корабли, ангелов звать, ангелов ждать. На перекрестках земли маленьких ангелов на перекрестках земли, маленьких ангелов на перекрестках земли. Давайте любить, давайте мечтать,